Ну, вы понимаете, да, что я буду сейчас спрашивать? Да, спрашивайте. Это кожа молодого дермантина или прям кожа? Нет, это не кожаная. Соответственно, вид моей квартиры в Гумбате не закроется. Это официальное заявление компании Это «Альянс». официальное заявление компании. Это был вечер уже. Зашел в офис такой достаточно взволнованный молодой человек. Нет, здесь управляющая компания международная. Здесь работает Enbridge. Это самая крупная управляющая компания, в принципе, в мире. Для подписчиков канала у нас есть подарок. При обращении в компанию и указав, что вы являетесь подписчиком канала Александр Шорт, получите подарок «Отдых в проекте Альянс Палас» при покупке апартаментов. Что это за объект? Мы находимся в объекте Альянс Палас. Это первый объект компании «Альянс». Да, это первый объект в портфеле Альянс Групп. А когда его начали строить? В 2015 году началось строительство. А закончилось? В 2019 году. А сдался он когда? Полностью в эксплуатацию вошел в 2020. Много здесь апартаментов? Примерно 1000. Около 1000. А это у нас апартаменты, да, не квартиры? Это апартаменты гостиничного типа, да. А можете вкратце прояснить, в чем основная разница между апартаментами и квартирами? Это инвестиционный объект, в первую очередь, в котором представлена управляющая компания, которая занимается уже непосредственно управлением объекта после ввода в эксплуатацию, и сдачей, и уходом. Нет, я имею в виду глобально, чем отличаются апартаменты от квартир в Грузии. Но первостепенная задача апартаментов – это непосредственно сдавать и приносить прибыль, причем сдавать посуточно, как гостиницу. То есть фактически это в первую очередь модель для бизнеса, Совершенно верно. а не для жизни. Совершенно верно. Но жить тоже можно. Но жить тоже можно, да. Важный вопрос, как жить, сколько это стоит. Я имею в виду, сколько стоит обслуживать комплекс. Ну, то есть, если я живу, сколько я плачу таксу за обслуживание. Так как это объект гостиничного типа, он, соответственно, нуждается в подобного рода обслуживании для того, чтобы сохранить свою привлекательность на долгие годы вперед. Стоимость обслуживания не более $2 за квадратный метр. В обслуживание входит видеонаблюдение, пункт охраны, техническая поддержка, работа ресепшена и консьерж-службы 24/7, обслуживание лифтов, уход за фасадом здания. Сколько тут лифтов? Здесь у нас 6 лифтов. 6 лифтов, а этажей? 41 этаж. 41 этаж, 6 лифтов. И, значит, у нас ресепшн работает круглосуточно здесь? И ресепшн работает 24/7. То есть фактически это большой отель, который порезан на номера и распродан большому количеству инвесторов. Если брать целый объект, он, по сути, состоит из 3 крупных частей. Это апартаменты, это инфраструктура и гостиница. Понятно. И вот вам лично что больше нравится? Апартаменты или гостиница? Ну, апартаменты в том плане, что это все-таки бизнес-модель. Вы становитесь владельцем апартаментов гостиничного типа, вы можете сдавать, это приносит вам пассивный доход, а когда вы, например, условно приезжаете в город, вы можете использовать их для личного пользования. Давайте перечислим, что в этом доме находится именно из объектов инфраструктуры. Я имею в виду ресторан, все остальное. Здесь у нас ресторан, казино, спа, фитнес, бассейн. А спа-фитнес-бассейн, они с какой стороны? Со стороны отеля? Со стороны отеля, да. Там есть какая-то скидка для владельцев? Для владельцев есть скидочная карта на пользование всей инфраструктурой, да. То есть у нас, получается, фитнесом мы пользуемся со скидкой, а он не включен в эти $2 обслуживания? Нет, $2 – это непосредственно обслуживание общих пространств, а инфраструктура это уже за отдельную плату. Я вас понял. Я понимаю, что вы как специалист, работающий в компании, да, скажем так, закованы границами условно своей должности. Тем не менее, постарайтесь. Разумеется. Смотрите, дело в том, что это первый проект не просто в истории компании Альянс Групп, но и в принципе это первый проект подобного типа, где собраны вместе апартаменты, гостиницы и инфраструктура. Соответственно, разумеется, были допущены кое-какие недочеты, потому что элементарно нужно, то есть, так как у нас не было такого большого опыта в строительстве подобных проектов, мы, например, не учли в самом начале количество парковочных мест. Когда проект заработал, мы столкнулись с этой проблемой, недостатком парковочных мест, и компания пошла на такой шаг, что мы начали новое строительство рядом с проектом, и мы построили подземный паркинг, что обошлось для компании в круглую сумму на самом деле, но
зато прибавило больше комфорта гостям и жителям этого объекта. А вообще как осуществляется прямая связь между пользователями, условно говоря, да, и компанией? То есть обслуживающая компания, я так понимаю, здесь Альянс? Нет, здесь управляющая компания международная, здесь работает Enbridge, это самая крупная управляющая компания, в принципе, в мире, которая управляет самым большим числом объектов. И Enbridge как раз занимается полностью управлением, оперированием всего здания. Enbridge? Enbridge, да, Enbridge Hospitality. От условно клининг-сервиса до непосредственно сдачи апартаментов. Разумеется, они уже собирают обратную связь как от владельцев, так и от гостей. Все это учитывается. Так, ну и мы попали, получается, еще в следующий, да, объект. Что это? Это Альянс Privilege. Чем он лучше остальных? Это второй объект, который мы построили в Батуми. Соответственно, он уже по качеству, по рангу намного выше, чем предыдущий Альянс Палас. Во-первых, потому что Альянс Паласе у нас гостиница Courtyard by Marriott, которая технически считается гостиницей 4 звезды. А здесь у нас уже ценный Marriott 5 звезд. Соответственно, Marriott уже задает стандарты всему зданию. Какой Альянс самый дорогой? Самый дорогой с точки зрения ценника? Да. На данный момент, наверное, этот, потому что он самый ближайший к завершению, и ценник у этого проекта сейчас самый высокий. Сколько? Здесь, так как проект почти уже завершен, то апартаменты реализуются исключительно только с ремонтными работами от компании, и стартовая цена в районе $5000 за квадратный метр. Тогда попробуем. Да нет, куда заново-то? Нету, заставим. Ну, сколько здесь этажей в этом доме? здесь у нас 54 этажа. 54. А апартаменты? Апартаментов 970. 970. То есть это на этаже сколько? На этаже, ну, в зависимости от этажа, потому что, как вы видите, у здания такая скругленная форма. Соответственно, чем выше мы поднимаемся, тем, соответственно, меньше на количество этажей на одном, извините, меньше квартир на одном этаже. Максимальное количество квартир это примерно 29. А на более высоких этажах это может быть и там 10 и меньше. 10 меньше. Как вы считаете, вот когда такое количество апартаментов на этаже, не мешают ли жильцы друг другу просто в силу того, что их слишком много на этаже? Ну, смотрите, дело в том, что на самом деле не так уж и много квартир все-таки на одном этаже. Мы с вами знаем про другие объекты, где гораздо больше, в разы больше. И там прям беда? Да, и там беда, потому что, ну, нам физически очень, ну, людям не очень комфортно находиться на этаже, где очень много дверей и очень длинный коридор. Здесь у нас такое ощущение нету, потому что, опять же, максимальное количество квартир это где-то в районе 29, при этом лифтов у нас 7 и широкий коридор. Поэтому у нас нет такого ощущения, что как будто нас что-то сдавливает или не хватает пространства. А вот, кстати, я не знаю, но вас спрошу, в сезон есть очереди на лифты в Первом Альянсе? В сезон, ну, в зависимости, опять же, от количества. Если, например... У меня просьба, можете? Я немножко выше, чем камера. Можете на меня не смотреть вообще? Да, я подрежу потом это. В зависимости от сезона, да, в августе, например, когда у нас самая высокая загруженность, это в районе, ну, практически 100% загруженность, да, может наблюдаться небольшой затор у лифтов. Как это исправлено на следующих объектах? Увеличено количество лифтов. То есть оно больше по соотношению к апартаментам. Что увеличилось, размер или количество? Увеличилось и количество лифтов, и вмещаемость этих самых лифтов. Здесь у нас, если мы говорим про ненесущие стены, да, то у нас 6 слоев гипсокартона с двойной изоляцией по обе стороны стены. Это и звукоизоляция, и влагоизоляция. Соответственно, у нас не будет такого ощущения, такого шума от соседей, звук шаркания по коридорам, звуки лифтов, это все исключено. Двери, кстати, тоже с изоляцией. Хорошо. То есть 6 слоев гипсокартона, ну, соответственно, там минвата, да? То есть этот слой можно будет посмотреть там где-нибудь на стройке? Да, почему нет? Можем посмотреть. Хорошо. Следующий вопрос. Ремонты, да? Есть такая проблема в Батуми. Называется люксовый ремонт, который по факту оказался ни разу не люксовым. Евроремонт еще его любят очень называть. Ну, да. любили, по крайней мере, Мне раньше. кажется, это оскорбление Европе. Так.
Что здесь? Ну, прям пройдемся, наверное. Вот это получается, ну, шоурум, да? Да. По Смотрите, материалам, что тут? Что касается ремонтных работ, да, здесь мы сейчас находимся в шоуруме, это номер 1+1 с отдельной спальней. Ремонт выполнен уже здесь по стандартам международной управляющей компании, ничего здесь вычурного и какого-то прям экстраординарного вы не найдете, но это такой современная классика. Приятные цвета, комфортные материалы, то есть соответствующие уже стандартам 5 звезд апартамент. Ну и давайте посмотрим по инженерке. Это у нас, я так понимаю, что воздуховод. Да. Это у нас, получается, стоит единая система подачи горячего и холодного воздуха. Да, у нас здесь есть... Кондиционирование и вентиляция идет централизованная. Совершенно верно. У нас центральная система отопления здесь, кондиционирование здесь идет, канальная система, она еще так называется. В каждом номере вшита система Daikin. Она работает как и на отопление, так и на охлаждение. А дорого это в плане счетчиков? То есть, ну, сколько за это надо платить? Daikin работает за счет электричества, плюс это преобразование воды в подачу холодного либо горячего воздуха. На самом деле это не так. Я не ожидал, что вы ответите на этот вопрос. Ну, давайте, как бы по технической части пройдемся. Как такие моменты можно не знать, когда ежедневно я общаюсь с нашими инвесторами. С точки зрения электричества, нет, я бы сказала, что это максимально экономично, экологично, потому что Daikin не работает на фреоне. Это очень важный такой момент. У нас стандартная комплектация номера? Это у нас стандартная комплектация номера. King Size Bed. King Size Bed. Это на заказ сделано, я так понимаю, что МДФ. Это кожа молодого дермантина или прям кожа? Нет, это не кожаная. Это дермантин, но он очень устойчивый, стойкий, то есть он выдерживает мытье, мойку. Я же вас не просто так спросил. Дело в том, что современные технологии производства искусственной кожи, они опережают многие функции естественные. Вот. Окей. Можно вас попросить перейти дальше? Да, и мы как раз к обоям сейчас перейдем. Что касается обоев, мы используем виниловые обои. Это очень прочные, легко поддаются мойке, они практически не портятся, долговечные, не теряют цвет от прямого взаимодействия солнечных лучей. И, что самое главное, они безопасные, не горят. То есть в случае возгорания, например, эти обои, в том числе и пол, не горит, не воспламеняется и не выдает вот этот вот удушающий угарный газ. Понял. Самый важный момент, который я не вижу, он здесь, видимо, еще не доделан, это техника. То есть, что по технике она указывает в спецификации, какие марки будут использоваться? Разумеется, если мы делаем ремонт под ключ, то эта техника вся входит. Техника, мебель, аксессуары, полностью завершенная квартира. То есть, по сути, гостю нужно просто заехать с чемоданами, у него тут уже все есть, начиная от тапочек, заканчивая стиральной машинкой. А базово здесь белый каркас? Базово здесь идет, если мы говорим про кондицию без ремонтных работ, то в стоимость входит завершенный балкон, стяжка пола, коммуникации доведены до дверей. По поводу ремонта под ключ, то есть вот эти две кондиции по стоимости, сколько они различаются между собой? То есть сколько стоит этот ремонт? Этот ремонт в этом, так как проект уже сдается с ремонтными работами, то, соответственно, цена уже включена, в цену уже вшит стоимость ремонтных работ. В целом, до того, как можно было заказать ремонтные работы у застройщика, цена была $900 за метр. Это с мебелью, техникой и аксессуарами. С мебелью, техникой и аксессуарами. Это не горючие обои, это МДФ или это шпон? Шпон или МДФ? МДФ. МДФ. Хорошо, МДФ получается, не горючие обои. Что входит в технику? В технику у нас входит стиральная машинка, холодильник, телевизор. Если мы говорим про двухкомнатный апартамент, соответственно, телевизоров 2 в каждой комнате. Холодильник, микроволновая печь, чайник, газовая плита, вытяжка. Я думаю, что лучше всего и нагляднее именно смотреть сразу на месте. То есть, получается, здесь также МДФ диван, банкетка, кухонный бокс. Кухонные боксы, кстати, есть во всех номерах или часть номеров без кухонных боксов? Все номера с кухнями идут. Ну, то есть это фактически для чуть более длительного проживания. Ну, вы понимаете, да, что я буду сейчас спрашивать? Да, спрашивайте. Когда вот этот вот комплекс сдается в эксплуатацию? Будущая регистрация собственности уже начнется начала следующего года, а сдаем уже летом. Сдаете летом. А изначально планировалась сдача? Ковид немного внес в коррективы. Когда ковид начался, мы как раз уже были в такой активной стадии строительства, и нам пришлось полностью перестраивать логистические цепочки. Поэтому проект опоздал примерно на год.
Так, хорошо. А сейчас они уже запускаются данные ремонты? Да, ремонты уже активно. Так все же, когда у нас сдается этот дом? Объект сдается летом, Да. это следующего года, а регистрация начнется уже с начала следующего года. Регистрация права собственности. Совершенно верно. А жить здесь когда можно будет? Начиная вот с регистрации права собственности, когда проект уже заработает, можно уже и жить, и сдавать. То есть через год примерно? Да. А за Меньше, сколько, чем через год. за сколько здесь будет сдаваться и кто здесь будет управляющая компания? Здесь управляющая компания, скорее всего, тоже будет Тембридж. Средняя цена сдачи в районе, ну, если мы берем студию, например, да, то примерно $100-130 в ночь. А какие сложности вы предвидите для собственников в этом комплексе? Сложности для собственников. Ну, смотрите, если мы говорим про... У нас же есть и собственники, которые приобрели частный ремонт, есть ремонт от компании. Ремонт от компании, дело в том, что он всегда просто будет больше в преференции, что ли. Поэтому, потому что стандартные номера, которые сделаны по ремонту, по дизайну от управляющей компании, у них спрос совершенно будет выше. А сколько забирает здесь управляющая компания от стоимости аренды? Стандартно доход делится на две большие части. Это 60 на 40. 60% это чистая доходность уже владельца, собственника, а в 40% входят все оставшиеся расходы на содержание апартаментов. Это не только комиссия управляющей компании, но и коммунальные платежи, ежедневная уборка, замена расходных материалов, страховка имущества, реклама и маркетинг. Помнится, был один случай, это был вечер уже, зашел в офис такой достаточно взволнованный молодой человек, очень взволнованный. Мы сели с ним в презентационную, я пытаюсь всячески его успокоить, потому что я вижу человека как будто он о чем-то очень сильно переживает. И был достаточно негативно настроен, но я его пытаюсь на позитивный какой-то... В чем негатив-то? Непонятно, в чью сторону был негатив. Он был изначально очень раздраженным. Вот. Не на меня, но что-то с ним случилось. Это уже история умалчивает. Но при этом почему-то пришел в квартиру. Но при этом он пришел покупать квартиру и был достаточно агрессивен. Вот. Но я всячески... Но это же я. Всячески стараюсь его как-то успокоить на более такой позитивный лад. Чуть-чуть получилось, он снизил градус, начал даже улыбаться, но, тем не менее, вот эта вот грань агрессивности, она все равно осталась, никуда не уходила. В какой-то момент этот человек встает и просто буквально выбегает из офиса. Я в недоумении, я не знаю, что делать, как быть, жду его, смотрю, он ходит, волнуется на улице. Вышла, не стала за ним выходить, пусть, думаю, успокоится. Его не было, наверное, минут 15. Он обратно вернулся, сел и говорит: давайте оформлять. Так мы оформили с ним 3 квартиры. Это, получается, ваш второй по счету объект? Это наш 3-й объект в Батуми. Да, тот второй, получается, у нас... Альянс Привиледж – это 2-й, да. Так, сколько здесь апартаментов? Здесь во всех 3 башнях примерно 3000 номеров. 3000 номеров. Сколько стоит сейчас самый дешевый? Стартовая цена, так как у нас выкуплены практически все нижние этажи, то в наличии есть апартаменты, начиная примерно с 35-го плюс-минус этажа. И цена начинается в районе $3200 за квадратный метр. 3200, это сколько стоит самый дешевый-то? Если мы говорим по типу номеров, например, студия, то студия стоит в районе 110 тысяч, номер с 1 спальней примерно 170, номера с 2 спальнями в районе 200. А за сколько денег вы планируете, что это будет сдаваться? Минимальная стоимость сдачи апартаментов средняя за год – это где-то $100 в ночь. $100. И при этом загрузка, которую вы планируете? Опять же, минимальная загруженность, согласно статистике, это 60% в год. Летом, разумеется, у нас максимальная загруженность в районе 90-95 или даже больше. Весь сезон это примерно 40-50%. Вот мы разобрались с инфраструктурой, да, на том объекте, а здесь у нас, я так понимаю, что будет World Trade Center. Да, и я так понимаю, что, даже я про это слышал. Что это?
Это самый крупный инвестиционный проект вообще в нашем портфеле и, в принципе, в регионе нашем. Здесь будет единственный и первый в регионе международный выставочный центр, World Trade Center. Это, по сути, глобальная ассоциация торговых и выставочных площадок, которая владеет объектами по всему миру. На данный момент их более 300 штук насчитывается. И каждый объект представляет собой региональный хаб, который объединяет под собой мероприятия региона. Мероприятия могут быть абсолютно разного калибра и разного масштаба, разной тематики, начиная от туризма, заканчивая бизнес-форумами, политическими встречами, конференциями, выставками на разные абсолютно тематики. Соответственно, это Международный выставочный центр здесь будет выполнять такую роль аккумулятора и дополнительного бустера для продвижения именно апартаментов, потому что гости, которые приезжают на данные мероприятия, расселяются по апартаментам. А вообще под World Trade Center какие площади запланированы? Более 15 тысяч квадратных метров площади World Trade Center. 15 тысяч квадратных метров. Он будет не только в самом здании, но и, получается, в этажах еще выше, то есть над стилобатом. Нет, площадка World Trade Center будет находиться в самом стилобате. Ну и мой самый важный для вас вопрос. Да. Сколько этажей будет стилобат? Стилобат. Высота стилобата от земли составляет 36 метров. Так. Это примерно 12 этажей, а по факту этажей будет 7, потому что первые 2 этажа у нас занимает торговый С центр. учетом того, что у меня в Гумбате все примерно так же, соответственно, ваш стилобат закончится на уровне 7 этажа. Соответственно, вид моей квартиры в Гумбате не закроется. Это официальное заявление компании Это официальное «Альянс». заявление компании. Хорошо, спасибо вам большое. Так, хорошо. Что не так с этим домом? Что не так с этим домом? Мне кажется, с ним все так. Не могу найти минусы в нем. Опять же, я напоминаю, что вы являетесь представителем компании, и мы зажаты в рамки, но тем не менее здоровая самокритика, она всегда приветствуется. Тем не менее, я всячески буду защищать этот проект, потому что он на самом деле и не нуждается в моей защите, потому что это, по сути, это город в городе. Мы не зря его назвали Центрополис. Он аккумулирует в себя такую Не разную... используйте город в городе. Мы уже слышали этот рекламный слоган. И я думаю, вы знаете, о чем я сейчас говорю. А что делать, если это так? Потому что, по сути, он аккумулирует в себе такую разнообразную инфраструктуру, которая будет подходить абсолютно разной категории гостей. Это и семья с детьми, это и бизнесмен, это и игрок, который приехал на выходные поиграть в казино. То есть абсолютно разные категории гостей и туристов закроют свои потребности здесь. Кроме Международного выставочного центра, здесь у нас будет и торговый центр, и развлекательный комплекс с кинотеатрами, боулингами, ресторанами, фитнес, спа, бассейн. Также есть и детская развлекательная зона, фуд-молл, подземный паркинг, минус 3 этажа под землей. А сколько парковок будет? Парковочных мест в районе 1000. Около 1000. Да. Между Понятно. башнями у нас будет находиться так называемая рекреационная зона на 10 тысяч квадратных метров. Это такое парковое озеленение, дополнительное место отдыха для гостей объекта. А как в народе называют ваш первый объект? Палац вы имеете в виду? Палац, по-разному его называют. Я слышала варианты Бублик, Подкова, но это 2 самых популярных. Нет. Да, а что еще? Мороженка. Первый раз слышу. Вы серьезно? Да. Она больше всего напоминает эскимо. Ну, интересный вариант тоже. Но Бублик и Подкову я вот чаще всего слышу именно вот от наших тоже... Первое, что я услышал, был мороженка. Интересно. Ну, имеет место быть. Сам главный не спросил, сколько надо минимум денег, чтобы купить здесь апартамент. Вы имеете в виду с рассрочкой или полную стоимость? Нет, чтобы войти, минимальный процент, во-первых, от стоимости. И, значит, ну, соответственно, на сколько месяцев можно получить рассрочку? Ну, смотрите, это зависит от условий рассрочки. Например, первый минимальный взнос может быть от 10 до 20%, а максимальный период рассрочки 60 месяцев. 60 месяцев. От 10% это что у нас получается от 12 тысяч? Это первый взнос в районе где-то 10-15 тысяч за квартиру. 10, ну давайте пусть будет 20, и 100 растягивается на сколько, вы сказали, на 5 лет? На 5 лет, на 60 месяцев. То есть по 20 тысяч в год, сколько?
1700, наверное, 1700, в месяц вы имеете в виду? Да, Да, платеж. примерно в районе $2000 будет оплата ежемесячная. При этом можно сделать оплату как ежемесячную, так и квартальную, ежеквартальную. Мы в этом плане достаточно гибкие. А на что вот лично вы рассчитываете в плане роста цен? То есть сколько это должно стоить к концу строительства через 5 лет? То есть минимальная стоимость, если мы говорим прямо от самых низких этажей жилых, минимальная стоимость это в районе $3300. Дальше, разумеется, 3400. цена будет расти в зависимости от этажа, в зависимости от расположения номера и вида. А на основании чего эти прогнозы делаются? На основании статистики роста цен, в принципе, в наших проектах, они всегда от начала до завершения, ну и плюс как рынок реагирует, меняются примерно от 100 до 120%. Например, вот Палас, если мы возьмем, тогда и рынок совершенно другим был, это был 2015 год, но тем не менее, ценник в Паласе начинался примерно $900 000, к моменту завершения минимальная цена там была $2400 за квадрат. Я понял. Большое спасибо за внимание, встретимся на море.